Ребят, всем привет! Меня зовут Катя, и вы на канале Aeropack Nails. Я надеюсь, хоть кто-нибудь заметил мое долгое отсутствие, но я обещаю исправиться и начну свое возвращение с преображением вот этих рук. Так как в предыдущий раз было сделано укрепление гелем, я запечатывала торец изнутри топом, но оно изрядно отросло. Натуральный ноготь напитал всего дачно-огородного и перестал вымываться, поэтому первым делом перед снятием я выпиливаю ноготь изнутри. И уже только после этого произвожу снятие старого материала по поверхности ногтя. Фреза алмазная с зеленой насечкой, форвард, скорость 30-35 тысяч оборотов, в общем ничего нового. После этого приступаю к опилу формы, и меня здесь ждал сюрприз. Кто-то, а именно моя клиентка, а именно моя мама, решила взять дома пилку и заузить себе слегка отросшие ногти для того, чтобы придать им изящную форму. И, естественно же, распилила точки в роста. Но у нас в этот раз будет укрепление гелем, поэтому я их решила особо не исправлять и не закладывать. Там совершенно минимальный дефект, поэтому я думаю, прочность геля выдержит такой дефект боковой стенки ногтя. Кстати, забыла вам рассказать саму суть видео. Здесь сегодня мы будем выполнять покрытие без маникюра, то есть без обрезания кутикулы. Но давайте сначала я вам расскажу, чем именно мы будем делать покрытие. Это будут новые лаки от Born Pretty. Мне прислали 4 цвета и 1 топ. Если честно, цветами я осталась безумно довольна. Я не ожидала такого уровня качества, плотности и удобства в работе. Зачастую плотные лаки, которые сейчас представлены на рынке, они довольно густые, и ими мне не сильно удобно работать. Я люблю лаки пожиже, но при этом, чтобы они были плотные. И Born Pretty под эти мои требования идеально подходит. При этом при всем у них кисть довольно мягкая и упругая. И вот демонстрирую вам 4 цвета, которые мне пришли. Нету таких простых дешевых оттенков, все довольно сложные, изысканные и очень красиво смотрятся на руках, особенно в летний период. Первый был такой, я изначально подумала, что это какой-то грязно-бежевый, мне он не сильно понравился, но когда я начала красить его на руки, я увидела, что это просто цвет бананового мороженого, очень классный. Затем фисташковое мороженое, по моим предпочтениям, какое-то черничное и клубничное. В общем, у меня эти 4 цвета ассоциируются с мороженными. И теперь топ. Как вы видите, топ у меня уже почти заканчивается, это все потому, что я его протестировала и активно применяю на клиентах, потому что мне очень нравится глянец, который остается после него. Действительно остается эффект мокрых ногтей. При этом, при всем, он тоже жидкий, но вы видели, капелька стекает не очень быстро, то есть он жидкий, но он как бы держится в кучке, не растекается лишний раз и дает возможность хорошо его выровнять, и он без липкого слоя и без ультрафиолетовых фильтров, то есть предпочтительно его наносить на темные цвета, но я думаю, вот такие пастели, это же не неоновые оттенки, поэтому на солнышке они тоже не выгорят под этим топом. Так, и теперь самое интересное, мы приступаем к маникюру без маникюра, то есть без обрезания кутикулы. Самое важное, что мы должны здесь сделать, это подготовить ногтевую пластину к покрытию, чтобы на ее поверхности не осталось ни капельки кутикулы и птеригии. Для этого буду использовать ремувер для кутикулы от торговой марки JZ Юлия Зварич. Мне очень нравятся ее материалы. Я недавно, кстати, была у нее на обучении и подчеркнула для себя очень много чего нового и интересного. Кто с ней не знаком, советую найти ее в Инстаграме или где-нибудь еще и познакомиться. В общем, работаю я достаточно быстро. Пушером счищаю остатки кутикулы с ногтя и после этого водой или влажной салфеткой все убираю все остаточки. И по сути это все. По сути мы уже выполнили маникюр. Единственное, что осталось нам сделать, это сделать генеральную влажную уборку. Для этого я буду использовать апельсиновую палочку и эту же влажную салфетку. Я наматываю одно на другое, и первым делом, пока еще по свежему ремуверу, я решила вычистить остатки грязи, которые могли остаться под ногтем, потому что они ничем просто не убирались. И после этого точно так же салфеточкой, уже, конечно же, другой, чистой, я убираю остатки всего, что могло залежаться в нашей проксимальной складочке. За счет того, что салфетка имеет свою структуру, как бы ворсистость и какую-то слегка, можно сказать, абразивность, она помогает хорошо подцепить всю пыль и размокшие
кусочки роговевшей кожи и тоже ее хорошо убрать. Вот в принципе, как выглядит кутикула сразу после одного ремувера. Ей нужно дать еще время немножко высохнуть, она станет на место и будет просто идеальная складочка. Вы в конце увидите. Действительно, я проводила опрос у себя в сторис в Instagram, выставила фото этого готового маникюра и предложила ответить на вопрос, каким способом был сделан маникюр. Аппаратный, комбинированный, классический или кутикула была не обрезана. И только 10% человек догадались о том, что кутикула никуда не убиралась. Так что ловите на заметку лайфхак, так скажем. После этого я обезжирила ногтевую пластину, нанесла дегидратор, тонкий слой ультрабонда и буду использовать базовый гель Build It, тоже от торговой марки JZ. Ссылки будут в описании. В принципе, можете перейти на сайт и почитать о его свойствах. Это гель укрепляющий, но под который не нужна подложка с базы. Как мы привыкли, что под твердые гели нужна подложка, под этот не нужна. Это очень круто и удобно в работе. В принципе, можно использовать и для коротких ногтей, из-под которых нереально выпилить хотя бы кончик свободного края, и для вот таких вот средней длины. На второй ручке тоже есть один интересный момент. Это ноготь на мизинце. Он был сорван примерно 3 месяца назад. Он полностью отошел, срастал. Вот, наконец-то он дорос до того состояния, когда мы можем его нарастить. И сейчас вам покажу еще один интересный новый метод наращивания. Это наращивание с помощью типс, но эти типсы не такие, как мы привыкли, просто пластиковые, они как бы сделаны из того же полимера, которым мы покрываем ногти, можно сказать, гелевые типсы, то есть изначально для нас кто-то создал эти ногтики, положил в упаковочку, можно сказать, в заполимеризированном виде, в общем виде, вы меня поняли. И наша задача теперь просто плотно его приклеить. Для этого я нанесла небольшой слой базы, придавила к ногтю и слегка выдавила, чтобы полностью там создался вакуум и не было никаких пустот. После этого засушила в лампе полминуты, убрала длину, отпилила форму, и единственное, что мне осталось сделать, это убрать слегка существующую границу между типсой и натуральной ногтевой пластиной. После этого снова перекрываю тонким слоем базы, и мой ноготь готов к покрытию. Такой метод наращивания держится практически у всех, даже на ногте грызуна я пробовала, безумно хорошо носится. Главное здесь не переборщить с базой, чтобы она у вас хорошо просохла, то есть не нужно клеить на прям озеро базы. Надо ее слегка чуть-чуть и хорошо засушить. Теперь приступаю к покрытию цветом. Я буду делать это в 2 слоя, и перед каждым слоем я обязательно отодвигаю апельсиновой палочкой кутикулу. То есть я ее отодвигаю, крашу, она снова спускается. Я ее отодвигаю, крашу, она снова спускается. И по итогу мы получим результат покрытия под кутикулу, аккуратного, ровного, чистого, у которого нету зазора между проксимальной складкой и ногтем, поэтому клиент ваш останется доволен таким покрытием, даже если вы не будете ничего обрезать. I saw the city passing by my window. Was in the crowd, but I felt so alone. Looked at my phone like every other second. My future was blurry and numb, a tunnel where there's no light. Oh, but then you came and sat right next to me. Your eyes, they glowed and filled me up. We had never met before that time, but I just knew that we'd end up. You took it, you took it, took away my loneliness. Oh, I know it, I know it. You're making me wholehearted. Together, together is always better. I don't want to be parted. You're making me wholehearted. You're making me wholehearted. We jumped off the subway. Теперь о том, как я выполняла дизайн. Я решила сделать на одной руке дизайн на 3 ногтиках, а на другой на технопальце, можно так сказать. Это большой палец правой руки, который мы используем при юзании телефона, который у нас всегда на виду, и я на нем решила тоже сделать дизайн. У меня была в голове одна задумка, которую я начала воплощать. Я ее воплощала долго и старательно, прорисовывала всякие линии, но потом
где-то на середине этих прорисовок я поняла, что мне совсем не нравится то, что я делаю, и в моей голове это все представлялось по одному, на ногтях по-другому. Я думаю, каждому мастеру такое знакомо, когда ты создаешь какую-то новую работу, а не перерисовываешь чужой. В общем, мне не сильно все понравилось, поэтому я решила поставить белых мазочков, слегка скрыть это все, что я наделала, и после этого перекрыть еще топом с черными хлопьями. И когда я покрыла топом с черными хлопьями, я поняла, что это действительно похоже на мороженое с какой-то шоколадной крошкой, вот такой вот черной шоколадной крошкой. В общем, действительно, ногти мороженки получились. Ну и для того, чтобы сделать их еще интереснее, я решила эти ногти с дизайном покрыть матовым топом. Итак, пока я здесь распределяю эти балованные непослушные хлопья и покрываю топом, хочу вам напомнить о том, что было бы неплохо поставить лайк этому видео, подписаться на мой канал, если вы этого еще не сделали, и написать обязательно ваши комментарии по поводу этого маникюра. Удивила ли я вас чем-то или не удивила, хотя бы по поводу типс, может быть, удивила. В общем, все ссылки будут в описании. Если хотите, можете еще подписаться на мой инстаграм, потому что я его стараюсь начать активно вести, но я надеюсь, у меня это получится. В общем, все ссылки будут в описании, задавайте в комментариях любые вопросы, на все отвечу, буду рада любой обратной связи и с вами пообщаться, потому что я соскучилась за ютубом и за обратной связью от вас, мои дорогие коллеги. Все, до новых встреч, пока-пока.